Едем сейчас в город Порич. Остановились небольшую паузу сделать. Тут ресторанчик при дороге. Ну и вот решил подойти посмотреть, что готовят в этом ресторане. Только поставили свежего. Это ягненок. Ну это как средневековые времена так мясо делали. Магазинчик продают оливковое масло, арбузы, пряности. Все свое. Всем привет, с вами Андрей. Сегодня мы посещаем город Порич, Поренцо, Порентиум по-латински. Комплекс очень старый. Ну что, надо зайти посмотреть. Когда Древний Рим пал, на останках одного из храмов построили вот такую церковь. Она расширялась. Так, сейчас надо нам билетики купить. Ну все, билетики куплены, идем смотреть. При строительстве церкви как раз старая мозаика от храма и осталась Юпитера. Раньше на этом месте стоял храм, а церковь уже построили позже. Проводилось крещение, так как церковь христианская, одна из первых. Что, поднимаемся наверх, посмотрим вид сверху какой. Так, ну что, я наверху. Это вид сверху. Город Порич. Встаешь на коленки и вот сюда говоришь все свои грехи. А сам священник сидел внутри и слушал. А может быть даже и сейчас пользуются ей, этой кабинкой. Тут их даже несколько штук. Везде встречается вот эта старая история Древнего Рима здесь. И самое обидное, что вот на таких находках пишут, что здесь был Вася или какой-то Ганс. находимся в нижней части церкви. Здесь на стенах остатки мозаики.
это здание заброшено стоит. Почти в центре старого города. Тут же идет стена старая, плюс арочная дверь в стиле Древнего Рима. Попадаю к художникам, сидят без работы. Красивые портреты, но надо идти дальше. Посмотрите, цветы прямо на улице. В горшках сидят. Когда Римская империя пала, город стал принадлежать Венеции. Так что здесь очень много итальянской архитектуры. Ищем хороший ресторан, обедаем и немножечко еще погуляем, и потом поедем на море купаться. Прежде чем идти в ресторан, надо разменять деньги. 200, 420, 32. Все добро. Хвала. Так что все. Местная валюта есть, теперь можно идти кушать. Что мы решили пообедать в пиццерии. Тут у них даже супер, как это, XXL есть, 75 сантиметров пицца. Обалдеть. А на стене висят, сколько будет XXL, это 120 сантиметров, вот такой размер большой. Мы взяли L-ку 35 сантиметров, но нам L-ки хватит. XXL мы просто не осилим, это нереально, 120 сантиметров, это человек 10 надо, чтобы ело. Заказ пришел, гамбургер, чизбургер, я не знаю, как правильно назвать тут. Яйцо, сыр, ветчина, хумус. А вот это у нас салями L, 35 сантиметров. Большой перекус, обед и идем дальше. Всем приятного аппетита. Порции были такие большие, что пришлось все с собой забрать. Пицца вот это L размера. То, что еще, наверное, кусков 5 целых осталось. Ну, они сказали, забирайте с собой, чтобы не выкидывать. Такие башни, они стоят в городе. Да, старые постройки остались от древних римлян. Сейчас используют как кафе, чтобы просто не стояли. И наверху там проводится реставрационная работа. Я посмотрел, когда шел. Тоже там столики стоят, натянут зонтик. Наверное, подняться можно будет, внутрь зайти. И вот видите, часть старой стены. Возможно, здесь какой-то раньше ров был. Сейчас спускаюсь к набережной, пройдусь, посмотрю. Очередные исторические артефакты стоят. Правда, я не знаю, нету ни табличек, что это было раньше. Возможно, как по стена. Вот это, может быть, башня была. Только я не могу понять, вот эти арочные, да, углубления, что там хранилось или что-то лежало. Может быть, это какой-то вход был. Сейчас просто заложили камнями. Вот я отошел с главной улицы, метров так 20, и попал уже на пристань. Сейчас погода хорошая, люди вышли на пристань, купаются. Здесь можно под хорошие волны так поплавать. Я уже весь город обошел, все посмотрел, все поснимал. К машине, всем хорошего настроения. Смотрим канал, подписываемся. До новых встреч, новых видео. Всем пока, друзья.